Всем гамарджоба! Привет! Это канал «Не местные». Аделина, Константин. Представляете, мы прожили 2 года в Грузии. И за эти 2 года мы узнали много чего нового. Сегодня поделимся с вами, что нам понравилось, что нам не понравилось за эти 2 года, что нас шокировало, а также полезные лайфхаки для тех, кто собирается сюда приехать. В этом выпуске собрали самые яркие моменты, самые важные аспекты нашей жизни в Батуми. А начать нам хочется с наших ожиданий до момента, когда мы вообще приехали в Грузию, как мы себе представляли, какая здесь жизнь и какой оказалась реальность. Я ждала от Грузии вкусной еды, безусловно, гостеприимства грузинского, ну и горы, конечно, снежные высокие горы. Это было моим ожиданием, и когда мы сюда приехали, первая реальность, с которой мы столкнулись, это доброжелательность и гостеприимство людей. Ну и, конечно, следом мы пошли есть хинкали и поняли, что это, черт возьми, самые лучшие хинкали именно здесь, в Грузии. У меня тоже были ожидания от вкусной кухни. Я знаю, что это самая вкусная кухня на СНГ. А так и получилось. Я хотел попробовать здесь хачапури. Мне они очень нравились в России. Здесь они прекрасны. Ну, хинкали уже нет слов, конечно. Вы все сами видели. Все ожидания сбылись. Гостеприимство тоже абсолютно все хорошо. Так что в целом наши ожидания оправдались. Ну и, конечно, самое наше яркое впечатление за 2 года жизни здесь, в Батуми, это люди. Это грузины, народ Грузии. Потому что где бы вы ни были, в какую бы страну вы ни приехали, очень важен социум, очень важны люди вокруг вас. И как раз-таки здесь, в Грузии, мы ощутили поистине грузинское гостеприимство. На нашем пути попадались именно такие люди, которые старались нам помочь. Очень отзывчивые люди, очень добрые люди, очень гостеприимные люди. И даже более того, именно здесь были моменты, которые поистине удивляли. Например, такие, когда ты покупаешь что-то на рынке, и у тебя нет, к примеру, ты купил на какую-то маленькую сумму, и это монеты, и у тебя этих монет нет, у тебя есть только купюры покрупнее. Именно здесь вам могут сказать: принесешь потом. Как, казалось бы, да, это совершенно незнакомый тебе человек, но именно вот такие ситуации, они характеризуют именно грузинское гостеприимство, именно отношение друг к другу, без скрытого какого-то обмана и прочего. Ну вот. А потом мы побывали в Таиланде и поняли, какие же там здоровские люди, а в Грузии как будто бы уже не так. Ну, это, конечно, шутка. В Таиланде, да, больше улыбчивых людей, но в Грузии, если без шуток говорить, да, мы подтвердились наши ожидания от людей. Нам гораздо дружелюбнее, помогают. Я сравниваю с некоторыми российскими городами, как вариант. Кстати, кто еще не смотрел нашу поездку в Таиланд, мы там были полгода. Вот здесь будет плейлист, посмотрите, там тоже очень интересно. Так вот, про людей Грузии, грузины, не было ни разу никакой конфликтной ситуации, хотя нас пугали, что отношение к русским здесь такое. Нет, вообще ни разу. Ну, мы живем большую часть в Батуми, здесь все прекрасно. Многие говорят по-русски, некоторые говорят по-английски. У нас уровень английского такой более-менее, так что нормально объяснялись. Но чаще всего заговариваю на английский, они сразу переходят с нами на русский. Все хорошо, я лично рад, что мы оказались в Грузии, что мы здесь живем такое долгое время. Ну, надеюсь, что другие страны СНГ тоже нас будут радовать добродушными людьми и таким вот теплым отношением. Да, поэтому хочется, конечно, вот грузинам сказать большое спасибо вот за это гостеприимство. Респект. Да. Хотел бы еще поговорить про отношение к животным в Грузии. С первых же дней, когда мы сюда приехали, бросилось в глаза, как относятся к бездомным, к уличным животным здесь. В частности, построены очень много будок, мы увидели в Батуми. Какие-то дополнительные приспособления для удобства, например, вот недавно поставили вдоль набережной такие специальные душевые в виде арок, где можно помыть своего домашнего питомца, отмыть его от соли, например, если он купался, или просто помыть его. Дополнительные какие-то крючки, чтобы можно было привязывать своего питомца. Будки мы видели даже с видеонаблюдением, представляете? Будки, где висят специальные щеточки, чтобы можно было почесать. Кормят бездомных животных. Мы знаем много волонтеров, которые просто ходят по улицам и подкармливают.
я думаю, сравниться даже с Стамбулом может, где кошек прям обожают, боготворят. Здесь тоже очень классные отношения, мне это вот очень нравится, потому что я думаю, что отношение к животным показывает душу людей, то есть их доброту. Здесь, приезжая в Батуми, первое, что бросается в глаза, помимо, конечно, зелени этого города, пальм, моря, это количество собак на улице. Собак, и правда, очень и очень много. И если обратить внимание, они все с бирками на ухе. Бирки на ухе говорят о том, что собаки стерилизованы либо кастрированы, а также привиты. Мы надеемся, что это действительно так, и все это здесь исполняется ответственно, потому что это здорово. И это говорит о том, что власти города совместно с волонтерами, безусловно, потому что без помощи волонтеров вообще вот такие вот большие вещи, они редко когда проходят. Так вот, власти совместно с волонтерами действительно поднимают этот вопрос именно уличных животных, и на них не все равно. Люди обращают внимание на животных, которые живут рядом с ними. И вот в этом городе очень много собак. Вы не встретите здесь худую, изнеможденную собаку, которая умирает от голода. Напротив, да. Зачастую мы видим собак, на которых смотрим и говорим: блин, вот она просит еду, но она настолько откормлена, она уже превышает свой необходимый вообще вес. И это тоже плохо для животного, поэтому здесь такая вот крайность, что собак, вообще животных часто наоборот перекармливают. Ну вот от доброты своей душевной. А еще меня радует то, что вот власти Грузии задают такую тенденцию, вектор к отношению к животным. Это очень важно, потому что я знаю, что в некоторых странах СНГ к животным относятся очень плохо. То есть их даже чуть ли не боятся, их там и обижают. Но здесь, я думаю, что такого нет. Ни разу, по крайней мере, не увидел этого. Наоборот, вижу, как все умиляются животным на улице. Но, с другой стороны, все-таки численность их под контролем, потому что мы видим бирки. То есть это не такое хаотичное размножение. Вот за это, я думаю, прям вот поставьте на паузу и поставьте лайк. Поставьте лайк. Мы ваш лайк передадим куда надо. Еще одна особенность Грузии, которую мы для себя выявили, это дорожное движение не только здесь, в Батуми, а в целом в Грузии. И здесь такие своеобразные правила. И к этому надо определенно привыкнуть и принять это, что здесь вот так. Ну вот, например, мы сейчас идем по дороге, смотрите. Здесь вообще должна быть дорожка для велосипедов, а тут раз машина стоит. Причем никого не волнует то, что вот еще вот здесь вот везде тоже пешеходная как будто бы зона, и вон там впереди, видите, машина. То есть, по сути, вот здесь уже никак не пройдешь. То есть, только по дорожке через велосипедную дорожку. Здесь приходится обходить. Это причем еще ладно, можно обойти. Бывает, что вообще очень плотно стоят машины и нельзя пройти. Да, так и есть. Это особенность Грузии, особенность именно дорожного движения здесь. Не ждите, что на перекрестке, например, на зеленый сигнал светофора для пешеходов, который говорит о том, что вы можете идти, что вас будут пропускать все машины. Нет, скорее всего, те машины, которые поворачивают, будут приезжать и, более того, сигналить вас, чтобы вы их пропустили. И вообще нам как-то в комментарии написали, что вы, говорит, не удивляйтесь, что вас не пропускают на пешеходном переходе, потому что тот, кто сидит в машине, тот якобы деловой человек, он торопится, ему по делам ведь нужно. А вы, кто праздно идет по пешеходной дорожке, типа вы гуляете, вы, вот, кстати, мы только что прошли такое узкое место, где постоянно стоят машины прямо на пешеходной, на зебре. Так вот, тот, кто идет пешком, пешеходы, они априори считаются такими свободными людьми, они просто гуляют, никуда не торопятся, поэтому они как будто бы должны пропустить тех, кто на зебре. Ну, такой странный подход. Ну что, это Грузия, вот так и живем. Следующее, что мы считаем очень важным, это цены на продукты и вообще магазины у дома, места, где их можно покупать. Конечно, по незнанию мы, приехав в Батуми, сначала также заходили во все магазины у дома, либо, если видели на улице развалы и ларьки, думали: о, здесь в любом случае будет дешевле, мы купим здесь, выбор большой и классный. Но на самом деле это далеко не так. Если вы живете в Батуми, вы должны понимать, что город туристический. И вот эти вот уличные развалы, несмотря на то, что это выглядит как своего рода такой, как рынок, да, вот казалось бы, рынок там всегда гораздо дешевле, но нет. Если вы идете на рынок, где много туристов, вот, например, рынок Бони,
если вы пойдете туда, это большой продуктовый рынок, вы не купите там гораздо дешевле, чем продаются на развалах в городе. На самом деле цены там будут для вас такие же высокие. Поэтому идите смело вглубь города, туда, где живут именно местные жители, туда, где продают именно для местных жителей, и вот там вы купите за более низкую цену. Ну, на самом деле мы хоть и прожили 2 года, но мы продолжаем находить места еще дешевле, чем до этого были. То есть правильно говорят, в первые дни жизни в каком-то новом месте вы платите хорошую, большую стоимость, потом у вас начинает уменьшаться она. И вот через 2 года мы узнали, оказывается, что еще есть дешевле прилавки, нежели те, которые мы думали, что это прям самая низкая цена. И там чуть ли не в 2 раза дешевле местные вот эти вот жители, грузины, покупают себе продукты. То есть даже те цены, которые нам казались низкими, оказываются они для туристов. Ну, вот так и получается. Я думаю, если год еще здесь прожить, то мы еще сможем снизить наш бюджет. Но никто не отменял такие большие гипермаркеты. Здесь это Carrefour, здесь это Агрохаб, и местные там тоже закупаются. Да, цены там все-таки немного повыше, чем в магазинах в глубине города. Но это большие гипермаркеты, там большой выбор, там очень много привычных нам товаров, поэтому туда тоже смело идем. Но если овощи, фрукты, вот нужны какие-то такие вещи и подешевле гораздо, мы идем туда, где живут исключительно местные жители, вне туристические районы города. Теперь давайте поговорим о медицине. Я думаю, что это очень важная тема. Мы здесь прожили 2 года, и несколько раз я обращался, мои знакомые, родственники, в медицинские учреждения. И я вам скажу, опыт не очень позитивный, в том плане, что мы сравниваем, опять же, с другими странами. Мы можем сравнить уже с Россией, с Таиландом чуть-чуть с Турцией и с Эмиратами. Сервис пока хромает, если честно. Обращался я здесь по страховой в том числе. Кстати, да, выпуск про страховые компании, вообще нужно ли страховаться в Грузии, вот сейчас будет на экране, посмотрите его, это интересная информация. Так вот, обращался по страховой, мне нужно было сделать профессиональную чистку зубов, направили на вроде как такую солидную компанию, пришел туда, там все чисто, все классно, но оказали услугу не очень, не до конца все там почистили, в общем, не понравилось. А у тебя был какой-нибудь опыт? Да, мой опыт здесь, некоторые виды анализов, которые мы привыкли, например, получать результаты либо в этот же день вообще, либо через день, через 2, здесь сроки изготовления этих анализов, они куда дольше. Например, обычный анализ может делаться от 3 до 7 рабочих дней. Это нужно просто принять. Можно, конечно, поискать клиники, где сделают на 1-2 дня быстрее, но оборудование вот прям ультрасовременная здесь есть не во всех клиниках. И, как правило, плюс-минус они одинаковые, и везде будет практически одинаковая цена на услуги, и сроки ожидания будут тоже плюс-минус одинаковые. Это нужно понимать. Но про цены говорить не будем, потому что логично, что цены здесь в ларе, и так как мы считаем цены в рублях, то они скачут регулярно, становясь то выше, то ниже. В принципе, цены здесь, они в ларе всегда стабильные. Именно на медицинские услуги, но сроки, да, сроки увеличены, и это, не очень радует. Ну ладно бы только сроки были увеличены, но вот что делать с качеством? Хотя можно сделать такую скидку, то что еще только недавно в Батуми сервис был еще хуже, как нам рассказывают. И сейчас еще это прям прогресс сильный, он идет большими шагами. И очень надеемся, что Грузия, наверное, Тбилиси получше, да, но в частности Батуми, потому что здесь все-таки очень много людей живет. И это такой курорт, самый популярный в Грузии. Здесь будет получше все-таки вот с этим, с медициной. Ну а в целом, если вы заболели, вас здесь, конечно, вылечат. Многие говорят врачи по-русски, потому что большая часть населения старше 35-40 лет говорит по-русски. Это, кстати, большой плюс, то, что здесь, если вы плохо знаете английский, можно поговорить на своем родном языке с врачом. Где-нибудь в Таиланде, там только с переводчиком, с Google переводчиком, и бывают такие некоторые несостыковки, которые в медицинском плане, конечно, лучше бы их не было.
погрешности. Ну, а что касаемо страховки, хочется еще добавить, да, Константин говорил, она сейчас, пока она не обязательна для туристов, то есть, если вы приезжаете просто сюда отдохнуть на несколько дней, вам не обязательно медицинская страховка с точки зрения именно закона. Но так как мы здесь живем, конечно, мы приобретаем страховку на случай, если вдруг понадобится обращение в клинику, потому что так получается, если не бесплатно, да, потому что страховка абсолютно не значит, что каждое ваше обращение будет бесплатным для вас, нет. Экстренное обращение, да, но, очень много подводных камней, это всегда лучше прям вот на месте, когда вы страхуете, все это уточнять, но страховая, как правило, страховой полис зачастую дает вам скидку, и вот за счет этой скидки уже как будто бы получается посещение врачей выгоднее. Да, это уже отдельная тема по страховой. Вообще, я хотел бы сказать, люди, не болейте. Здесь классные условия, чтобы заниматься спортом, чтобы море, климат, экология, здесь все супер. Есть витамины, суперские фрукты, поэтому лучше ведите образ жизни, чтобы не болеть. За 2 года жизни в Батуми мы посетили очень много различных мест. Это и кафе, и рестораны, и медицинские учреждения. Я посещала различные салоны красоты. То есть мы очень активно пользуемся предоставляемыми здесь услугами. И на эту тему хотелось бы сказать о сервисе в Батуми, потому что он здесь очень такой аутентичный и, наверное, несравнимый ни с какими другими видами сервиса, потому что здесь он скорее не сервис в его классическом понимании, да, как мы привыкли, а здесь сервис – это гостеприимство. Приходя куда-то в салон красоты, каким бы он помпезным ни был, ощущение, что ты приходишь к кому-то конкретному в гости, да, конкретному мастеру, особенно если это мастер грузин, к другу, к брату, к какому-то давнему своему знакомому, вот, скорее даже можно сказать так. У всех отношение к этому может разниться, мы не оцениваем это, просто вот как факт, как данность, то, что мы здесь поняли, да, за 2 года жизни. Я бы еще связал сервис в стране с уровнем жизни. Казалось бы, не всегда это совпадает, но я считаю, что чем лучше сервис в стране, тем как будто бы комфортнее человеку живется. Я также понимаю то, что в Грузии сейчас приток новых денег, вообще экономика Грузии растет и улучшается сервис. Это видно прямо из года в год. Ну вот, например, сервис — это появление маркетплейсов. Прям такая классная новость недавно прошла. Но будем надеяться, что это все появится, потому что это все нужно. Будем надеяться, что Грузия и дальше будет идти в сторону улучшения качества жизни для жителей и для приезжих. Ну и, как мы считаем, один из самых важных аспектов за 2 года жизни, который мы поняли здесь, в Батуми, это жилье, а именно какой тип жилья никогда не стоит снимать, на что обращать внимание в жилье. И первый пункт – это тип жилья, вид жилья. Мы пожили здесь и в квартире, и в апартаментах, апарт-отели по-другому, такие как Орби, такие как Дар Тауэр, Дар Билдинг. И наш вывод – не снимать на долгий срок апарт-отели, апартаменты, потому что они пригодны для жизни на 10 дней, на 2 недели, то есть если вы приезжаете сюда на какой-то короткий период. Потому что первое – это номинальная кухня, да, там есть микроволновая печь, раковина, присутствует электрическая плитка, но все это такое номинальное, сварить что-то простое и, конечно, каких-то кулинарных шедевров вы там сделать просто не сможете. Холодильники очень маленькие, это бары, можно сказать, да, такой холодильник-бар. Морозильная камера там тоже очень маленькая, и вот так, чтобы прям положить туда мясо, купить на побольше, да, впрок, это невозможно, она просто не морозит это все. Ну и места для хранения всегда мало. Даже вот мы вообще живем, можно сказать, на чемоданах, но даже нам недостаточно места. И как будто бы есть шкафы, вот это все заходишь, это все есть. Но когда начинаешь все это использовать, оказывается, что они все уменьшенные, очень узкие, ну потому что площадь там все-таки не позволяет устанавливать полноценные большие места для хранения. И отсутствие... В большинстве своем отсутствие центрального отопления. Ну, такого понятия, как центральное отопление в Грузии, в Батуми, наверное, вообще нет. Но есть квартиры, в которых установлены батареи в разных комнатах квартиры. Либо, если это студия, то в разных ее частях. И, как правило, это либо газовый котел, либо электрический, который эти батареи
согревает, и зимой вам более-менее комфортно. В апарт-отелях чаще всего либо это только кондиционер, вы представляете, вы отапливаете зимой, находясь, живя у моря, где холодно, где промозгло, вы отапливаете одним кондиционером. Но, конечно, это невозможно сделать, а у вас не будет так тепло. Ну, а если у вас есть помимо кондиционера, как у нас, вот, например, сейчас, отопительный прибор, просто отдельный прибор, который установлен на стене, мы включаем его в розетку, ну, счета за электричество приходят просто космические. Поэтому Ну это такие минусы. если не включать отопление, например, зимой, а сейчас зима, то у нас за ночь температура воздуха в квартире опускается до 18 градусов. Ну, это, наверное, холодно, под одеялом нормально, конечно. Напишите в комментарии, сколько у вас температура воздуха в квартире ночью. А вообще это на вкус и цвет. То есть кому-то вот нравятся апарт-отели, кому-то нравятся квартиры. Например, если сравнивать с Орби какие-то апарт-отели подороже, то Орби, конечно, сильно уступает в каких-то аспектах. А есть, да, квартиры подороже. А вот мы искали для себя побюджетней, чтобы на год можно было спокойно жить и уезжать куда-то, и не думать о том, что ой, какая дорогая квартира там у нас оставлена. Поэтому каждый нас найдет жилье на свой кошелек. Предлагаю сказать несколько слов о погоде, на местной погоде. В принципе, она похожа на погоду в Сочи, где мы жили, но с одним условием: здесь больше влажных дней, больше дождливых дней. Также есть сезон, не сезон, то есть в сезон это летнее время, примерно полгода, дождей поменьше, а зимой, особенно вот, наверное, февраль, март, очень много дождей. Причем дождливых дней гораздо больше, чем в той же самой Сочи, Краснодарском крае. И вообще, такое расположение на Черном море, казалось бы, два города стоят на Черном море, но как-то вот почему-то здесь больше влажности. В целом температура вот лично нам нравится. Что мне очень нравится, что температуры днем и ночью не сильно отличаются друг от друга. Летом комфортная температура плюс 25-30 примерно. И влажность, она есть, да, и из-за этого кажется еще жарче. Особенно вот в самые жаркие летние месяцы. Зимой снега бывает, что выпадает буквально на несколько часов, но сразу же все тает. В целом зимой, вот сейчас зима у нас, мы снимаем этот выпуск в декабре. Как вы видите, такой солнечный день, теплый сегодня, плюс 17, это прям фантастика для зимы. Но через несколько дней станет уже гораздо холоднее, пойдут дожди. Дожди здесь бывают проливные, такие на долгое время, и да, затяжные. И обычно холодно, еще холодный ветер такой влажный, прям пронизывает. То есть гулять здесь тяжело зимой. Но в целом климат мне лично нравится. Батуми очень дождливый город, я бы сказала так. Если вы планируете, например, переезжать сюда, имейте в виду, зимой здесь, осенью, зимой и весной здесь очень часто идут дожди. Не такие дожди, которые прошли и закончились, и вы вышли гулять. Это дожди, которые могут идти прям в течение всего дня. Здесь нужна обувь непромокаемая, здесь нужны просто ветровки не спасают, здесь нужны дождевики, зонты тоже не помогают, потому что дождь может быть с порывами ветра. Имейте это в виду, здесь очень сыро, зимой может показаться, что температура в среднем она не низкая и должно быть тепло, но за счет того, что всегда высокая влажность, здесь очень сыро, ощущение температуры, оно иное. Например, может быть плюс 9, плюс 10, но по ощущениям из-за ветра, из-за сырости она может казаться как плюс 2 максимум. Поэтому зимой здесь очень промозгло. И это все способствует тому, что в квартирах часто появляется плесень. Тоже имейте это в виду. Все-таки сырой климат, он такой. Море в Батуми – это то, ради чего приезжают многие отдыхающие из многих стран. Да и по Грузии тоже, Тбилиси, приезжают сюда, прилетают для того, чтобы почувствовать вот это вот теплое, чистое море. Но оно не всегда чистое и не всегда теплое. Мы сравниваем с разными другими странами, да, и в том числе и Сочи. В Сочи тоже не все хорошо. Но вот около берегов Батуми я лично купался один раз всего, насколько я помню. Причем море-то чистое есть. Вот чуть подальше Гонио. Гонио — это пригород Батуми. Там прозрачное, классное море, там хочется купаться. Но вот здесь почему-то, скорее всего, здесь сточные. С гор стекают, реки. И поэтому здесь мутная вода. Да, купаться можно, но она немножко мутноватая. Что ты Иногда думаешь? приходится прям ловить дни, и, например, чаще всего вода чистая очень рано, часов 7-8 утра. Вода чище определенно.
Все, как только людей становится больше, как только начинается активная деятельность в городе, почему-то море становится куда более мутное. Конечно, не хочется верить в то, что это сливы с многочисленных строек, которые прям вот на первой береговой линии, здесь их очень много, но прецеденты были, да, нарушения были, их выявляли, штрафовали, наказывали виновных, но такие моменты тоже есть, но мы думаем, что их, конечно, меньше. В основе своей это действительно реки, которые стекают с гор, особенно в период, когда прошли дожди, а дожди здесь обильные, и, соответственно, стекает тоже очень много вот этих вот всех горных масс, пород вместе с рекой стекает и попадает в море, и часто мы видим это прям буквально в виде пятна, большого мутного пятна на море. У нас, кстати, был выпуск про пляжи Батуми, вот сейчас где-то здесь будет на экране. Мы бегали по всем пляжам, по всей набережной и искали, где почище вода, а где она чище, ну, узнаете из этого выпуска. Но в целом про море, если не считать вот его чистоту, можно сказать, что оно классное, мне нравится, особенно вне сезон, когда бывают такие большие шторма, когда оно бурлит, когда оно показывает себя с другой стороны, когда оно такое непокорное, это супер, это такую атмосферу задает. Ну и вообще гулять, прогуливаться вдоль моря, наслаждаться с чистейшим воздухом, это всегда приятно. И все-таки это вот город на море, у него свой вайб. Батуми — это город на море. Предлагаю немного поговорить про еду, в частности про национальную кухню Грузии. За 2 года я лично для себя понял, что все-таки здесь очень все вкусно, очень все привлекательно. Куда ни придешь, везде ты можешь наесться, поесть, вот все. А если еще углубиться прям вот в корни национальной кухни со всякими специями, приправами, вообще можно с ума сойти. Но все очень вкусно, нет ничего, как будто бы, что нам не понравилось. Но опять же, есть с чем сравнивать, если с тем же самым Таиландом, Юго-Восточная Азия. В Таиланде вообще пух и прах проигрывает Грузии, потому что все-таки кухня там другая. Мало что находим мы в местных кафе, процентов только 20 мы можем поесть, остальное, но просто нам кажется невкусным. То это сладкое, то слишком какое-то соленое, то слишком острое. В общем, тяжело. А здесь проблем нет с едой. Приходишь, садишься и наслаждаешься. Тебе тоже нравится местная кухня, я так понял. Грузинская кухня не может не нравиться просто потому, что это буйство вкуса, это буйство текстур различных, это различные виды мяса, очень разная интересная подача. И вообще грузины знают толк в еде. Именно во вкусной еде, во вкусных напитках. Мы сейчас не берем вино, даже просто всевозможные чаи, лимонады, компоты, вообще просто божественные. Поэтому да, грузинская еда за эти 2 года жизни мы поняли, что нам она подходит 100%, нам всегда очень вкусно. Более того, мы посещаем всевозможные фестивали еды. У нас даже есть выпуск, мы посещали фестиваль супов. В описании будет ссылка и сейчас на экране. Вот насколько Аделина не любит супы, вообще. Но мы поучаствовали в этом фестивале, и ты, мне кажется, совсем не расстроена. Нет, более того, я получала там удовольствие. Так вот, основной момент, который хочется сказать, конечно, мы не едим ежедневно хачапури, хинкали, аджахури и прочую грузинскую национальную еду. Я думаю, даже местные не едят это на завтрак, обед и ужин. Дома мы готовим более простые блюда, но когда нам хочется вкуса, когда у нас прям настроение пойти и получить удовольствие от еды, мы идем, конечно, в грузинские кафе, рестораны и прям наслаждаемся. Хотел бы немножко поправить, мы дома готовим более правильную еду. Да, правильно. Потому что все-таки вот тесто, большое количество чего-то там жирного, масла, это не всегда бывает правильно. И те, кто на диете, наверное, им тяжело будет здесь удержаться, и они все-таки наберут вес. Но если есть в меру, главное все в меру делать. Если все в меру, то будете кайфовать. Грузия — это для тех, кто любит вкусную еду. Это гастрономический такой, да, прям гастрономическое удовольствие. Да. А вы знаете, скажу я еще пару слов про в целом владение автомобилем и обслуживание автомобиля в Грузии. В Батуми мы приехали на своем автомобиле, и вот если в России Hyundai Solaris — это такая распространенная марка, модель автомобиля, где можно заехать в любой сервис и починить ее, закрытыми глазами там все делают, то здесь столкнулся с некоторыми проблемами. Вообще было в планах подольше здесь поездить, по Грузии, посмотреть, что как на своем автомобиле. Но первая проблема — это если
здесь долго живете, нужно пройти техосмотр автомобиля, чтобы по правилам Грузии вы могли им пользоваться здесь. Очень большие проблемы с каким-то ремонтом возникли. Например, там кое-что нужно было доделать, чтобы без проблем пройти технический осмотр, чтобы поставили мне печать. И, знаете, вот даже, например, замена лобового стекла, я так и не смог его нигде найти, потому что именно эта модель Hyundai Solaris, она как будто бы здесь не самая популярная машина. Здесь в основном Toyota Prius, например. Здесь, я думаю, что без проблем можно на ней ездить и обслуживать. С Hyundai возникли большие проблемы, такие, что я даже отказался от всего этого и продал автомобиль. Так что, если вы сюда приедете на таком, казалось бы, распространенном автомобиле в России, например, или в Беларуси, то здесь могут быть проблемы с обслуживанием. И такие большие проблемы, что вы будете переплачивать. Например, мне предлагали импорт с какой-то страны. Это очень долго и очень большие деньги. Поэтому имейте в виду. Еще один интересный факт. За 2 года жизни в Грузии мы здесь ни разу не купили себе ничего из одежды. Да? По-моему, ни разу. Да, мы ездили в Турцию, в Трабзон, там классные торговые центры были, но это было еще в позапрошлом году, там и цены ниже. А здесь прям какая-то беда. Во-первых, цены высоковаты, как мы... Ну, у нас был обзор торгового центра Grand Mall. Вот здесь будет ссылочка где-нибудь на экране. И вы увидите, что цены реально очень высокие, выше, чем, наверное, где-либо. Да, проблема с этим. И с выбором большая проблема. До Grand Mall не было вообще здесь ни Zara, ни больших магазинов здесь не было. Появился Grand Mall, стало немножко повеселее. И основной даже не то, что не было магазинов больших, не было популярных масс-маркетов. Магазинов одежды очень много. На самом деле, если вот пройти по улицам внутри города, вы увидите великое множество одежды, магазинов, но почему-то здесь очень много реплик. Очень много популярных брендов, известных, масштабных, но это все реплики, это все подделки. И вот этим заполнено большинство магазинов, причем цены на них тоже, да, несмотря на то, что это реплики, они не низкие. Почему это так? Не знаю, мы в этом не разбирались, но вот как факт, за 2 года мы не купили здесь никакой одежды. И если мы куда-то выезжали, у нас уже всегда был пунктик, что нам нужно купить из одежды, и мы покупали это где-то. Здесь, к сожалению, сейчас, да, с появлением Grand Mall это стало проще, туда можно пойти и уже выбора побольше. Ну, да, наверное, возразят местные жители, якобы на улицах продаются такие вот тоже развалы есть, там есть тоже одежда, которую можно посмотреть, цены там пониже, там одежда висит уже долгое время, бывает она и выцветшая, и все, иногда бывает second-hand, то есть можно, в принципе, одеться можно недорого. Но чтобы так вот побольше выбора, чтобы покомфортнее условия для мерки, такого пока в Батуми нет. В Тбилиси мы не знаем, в Батуми пока такого нет. Но я думаю, к этому все идет, потому что сервис улучшается. Ну, в общем, на данный момент ситуация, она такая. Я даже слышал, есть такие туры, съездить в Турцию на шопинг. Ну, то есть, это о чем говорит? О том, что там побольше выбор. Прожив 2 года в Грузии, понимаю, что здесь комфортнее живется еще в плане визы. Вот для россиян год можно спокойно здесь жить, потом нужно выехать, заехать. В других странах, чтобы жить без оформления каких-то ВНЖ или гражданства, дается гораздо меньший срок. В Грузии дается год. Это, конечно, очень комфортно для тех, кто любит вот здесь осесть и просто ни о чем не думать. Когда мы жили, например, в Таиланде, то там быстро заканчивалось время, приходилось что-то предпринимать, мы продлевали визу. Это все-таки дополнительное телодвижение. Грузия в этом плане очень спокойна. Более того, находясь здесь год, вы официально можете здесь работать. Вам не нужен никакой дополнительный вид визы. Спокойно год живете, год работаете. И вести свою деятельность какую-то, открывать, пробовать. Здорово, пробовать надо. Да, здесь также очень легко открыть ИП. И налоги здесь, кстати говоря, очень даже приятные, да? Да, ИП есть специальная там акция, как самозанятый, 1% до определенного лимита в год. Но это тоже очень приятно, то есть поддержка малого бизнеса. Да. Супер. Вести деятельность здесь максимально удобно и просто. Комфортно, да. Комфортно, да. Как дома. Совершенно верно. Что лично меня очень порадовало в Грузии, это наличие всевозможных фестивалей, ярмарок, событий, праздников. Такого я нигде не встречал. Помимо стандартных Нового года, Рождества, здесь еще
различные праздники, посвященные, например, сельскому туризму. Представляете, вот Гандагана, фестиваль сельского туризма недавно был. Мы снимали, кстати, выпуск, посмотрите. Атмосфера просто зашкаливает. Если вам хочется веселого времяпрепровождения, приходите на фестиваль. 100% вас поглотит вот это вот буйство красок, празднество. Вы не останетесь равнодушным, потому что там очень весело. Танцы, песни, мастер-классы, еда, что-то можно купить интересное. То есть это прям очень круто. А также, например, фестиваль сбора фруктов. Мы впервые в жизни в своей собирали и ели с дерева мандарины, представляете? Ну, это прям такой опыт классный. Кстати, вот сейчас тоже будет ссылка. Это в ботаническом саду было в прошлом году в Батуми. Так что вот меня лично очень радует такой вайб на позитиве. Здесь все очень круто, что касается праздников. Умеют грузины сделать так, чтобы всем понравилось. И, как нам показалось, это еще такой отличный способ понять и узнать культуру Грузии, их традиции, их ценности, потому что, как уже сказал Константин, все вот эти вот праздники, да, фестивали, они все проходят с соблюдением традиций. Это всегда красочно, это всегда очень ярко, и это всегда, для нас это было интересно. А бывает фестиваль супов, вы вот только вдумайтесь, фестиваль супов. В разных ресторанах вам предлагается за определенные деньги сеты из супа с закуской. И мы столько открыли для себя нового. Вот тоже побывали, здесь вот ссылка будет, кому интересно. Просто шикарно. То есть, а скоро еще новый фестиваль, какой именно вы скоро узнаете, тоже будет очень интересно. Так что, это очень круто. Я в восторге. Отдельно хотел бы сказать пару слов про работу интернета в Грузии, в Батуми в частности. Очень радует цена на безлимитный интернет. Многие рассматривают Грузию как место для работы удаленно. Поэтому очень важен интернет стабильный. Мы здесь используем Макси, 32 лари в месяц стоит. Безлимитная скорость, безлимитный интернет. И в этом году с 4G перевели на 5G. То есть скорость еще стала выше, до гигабита. Это просто шикарно. Да, местами бывают такие места, например, около Орби, где связь немножко пропадает, но в целом везде все работает, это очень приятно. Опять же, сравнивая с другими странами, тут даже сравнения никакого не идет. Эмираты, Турция, Таиланд, там все гораздо дороже. А еще, что немаловажно, сим-карты здесь работают, даже если вы уехали куда-то, но пополнив сим-карту, чтобы баланс был положительный, вы гарантируете себе то, что сим-карта ваша будет работать. В некоторых странах сим-карты, они работают определенное количество времени. Например, в Турции это 3 месяца, в Эмиратах, по-моему, тоже 3 месяца. И все, и далее сим-карты блокируются, просто потому что это туристические тарифы. Здесь же, в Грузии, вы приобретаете сим-карту, приобретаете тарифный план, как нам кажется, очень выгодные, они единые для всех, эти тарифы. Соответственно, сим-карта у вас работает ровно столько, сколько вам это нужно. Да, то есть можно сохранить номер. Я думаю, что через год тоже они заблокируют. Все-таки здесь срок дается в разных странах от времени проживания, сколько возможно проживать по той или иной визе. Здесь, я думаю, год без проблем будет работать. Если хотите продлить сохранение номера, то нужно подключить определенную услугу, и все у вас будет работать. Можете хоть через год приехать и пользоваться телефоном. Мы поделились с вами нашими впечатлениями после 2 лет проживания в Батуми. Если мы что-то забыли, пишите нам в комментариях, нам будет очень интересно почитать. Поделитесь с нами вашими фактами, инсайтами, итогами. А мы продолжаем изучать этот город, продолжаем показывать его вам с разных сторон, абсолютно разные темы. А также напоминаем, что у нас есть социальные сети, где мы выкладываем все немного раньше, чем это выходит на YouTube, и также дублируем туда наши выпуски. QR-коды на экране, ссылки будут в описании. Да, кто-то, может быть, скажет, что 2 года это не такой большой срок. Мы прожили в этой стране, кто-то живет здесь 10 лет и гораздо больше знает. Тоже напишите в комментариях, чего не хватило в этом выпуске. Мы надеемся, что выпуск в целом стал полезен для тех, кто собирается сюда приехать или кто-то уже живет. Поэтому ставьте лайки, да, пишите комментарии, подписывайтесь. До скорого.